Приветствую всех, дамы и господа! Сегодня в мои руки попало одно очень интересное устройство, которое бы я очень сильно хотел вам показать. Не знаю насчет актуальности этого видео, ибо аппарат вышел уже довольно давно и интерес к нему сильно подупал. Но тем не менее этот смартфон мимо себя я пропустить просто не мог. Поэтому встречайте, на данный момент самый новый, самый флагманский телефон от Apple, iPhone 15 Pro Max. Какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны, я не хочу с ними разговаривать. Для начала небольшая ремарочка. Я не вижу смысла подробно рассказывать про какие-то характеристики этого телефона, потому что их не знает, разве что какой-нибудь тупой олигарх, которому абсолютно все равно на мир технологий. Поэтому вот они сейчас слева появились. Кому интересно, ставьте на паузу и посмотрите. На самом деле производительность новых телефонов, особенно флагманов, также их батарея и все остальное стало настолько однообразно хорошим, что про них буквально нечего сказать. Про производительность этого телефона я ничего сказать не могу. Он запускает Resident Evil, и у него есть поддержка рейтрейсинга. Ее хватит минимум на 4 года вперед, уж точно с запасом. Также мне нечего сказать про экран, он просто идеальный. Он не ребит, он прекрасно себя показывает на солнце, ночью, вообще в целом всегда хорошо. И все же я предпочту пропустить обсуждение этих двух пунктов подробно, потому что они на всех айфонах выполнены базово хорошо. А вот что я могу действительно похвалить и обсудить, так это качество материалов. В отличие от прошлой модели, где стоял алюминиевый корпус, на замену ему пришел титановый. Очень прочный и приятный, и сделали его для того, чтобы облегчить смартфон, в отличие от, опять же, прошлой версии, которая была на алюминии, и это получилось сделать. Он теперь весит практически на 20 грамм меньше, чем прошлый. Помимо того, Apple вновь уходит от острых граней в смартфонах. Изначально это была такая фишка, а теперь ее снова исправляют и скругляют края. Ну и, наверное, какой-то фурор. На смену кнопки беззвучного режима пришла новая клавиша Active Button, которую вы можете забиндить под любое действие, будь это включить фонарик или же записать что-то на диктофон. Практически в каждом моем обзоре на телефон я уделял небольшое количество времени и объяснял, почему с этим телефоном стоит ходить без чехла и можно ли это делать. И в этой ситуации я вам тоже советую ходить с телефоном без чехла, потому что появился титановый корпус, в целом телефон стал гораздо прочнее, и он не боится падений так же, как этого боялись айфоны ранее. Теперь немного о разъеме Type-C, который отныне заменил замызганный старый Lightning. Мне кажется, разъем поменяли исключительно из-за убеждений Европейского Союза, иначе бы Тим Кук еще до 2030 года клепал телефоны на Lightning. Теперь немного про коробку. Честно, она ощущается как полнейшее днище, собственно, как и последние коробки от всех крупных производителей. Якобы забота об экологии, но на самом деле это же полнейший бред. По ощущениям, коробка сделана как будто, буквально из того, что лежало. Не то, что из переработанного мусора, а реально из дерьма. Тому же примеру последовала компания Samsung в своем прошлогоднем релизе S23. Такая же дерьмовая коробка, но она все равно ощущается лучше, чем коробка от Apple. А вот коробка из-под телефона уже 3-летней давности, которая, конечно, тоже убавила и в объеме, и в весе, но она ощущается гораздо лучше и более массивной, чем коробки от новых девайсов. Ну и, пожалуй, главный козырь абсолютно всех флагманов — это их камера. Я не вижу смысла сравнивать их производительность, батарейку. Скорее, на камеру отведено самое большое место в этом обзоре. Абсолютно все новые смартфоны, а уж тем более новейшие флагманы, при дневном свете фоткают просто великолепно, и этим уже никого не удивишь. Именно поэтому в этом обзоре мы будем фактически делать фокус на ночную съемку. Начнем, пожалуй, с самых обычных фотографий, которые выглядят просто превосходно. Идеальная детализация. Единственное, что iPhone немножечко перенасыщает картинку, как это делал мой Pixel 5a, на который я очень-очень давно записывал обзор. Ну а по детализации все настолько хорошо, что мне даже и сказать-то и нечего. Я буквально каждую балку в окне вижу. Честно, это просто сумасшедший уровень фотографий, и особенно на 5-кратный зум. Кстати, нейросеть отлично выполняет свою функцию, ее особо не видно на общем плане, но при этом она сильно приукрашивает картинку. Самой частой проблемой во всех флагманах был плохой ширик. Действительно плохой, тем более ночью. Но как вы видите, здесь даже ночью все текста читаются. Детализация в целом очень неплохая, учитывая то, что опять же ночь.
А еще посмотрите, как iPhone передал отражение на лужах. Да они в жизни даже так хорошо не выглядят, как на камере. Теперь немного о фронтальной камере. Ночные снимки получаются просто великолепно. Со вспышкой и без вспышки разницы особой нет. Засветов тоже никаких не заметил. Качество, соответственно, на высоте. Так же, как и видео. Как же тут круто. Это, понимаешь, это вайба добавляет. Наверное, для меня одной из самых качественных частей камеры айфона был портретник, и он ей остается. Я даже не хочу это никак комментировать, просто посмотрите, это реально какая-то квинтэссенция всех самых лучших и новых технологий в камере айфона. Режим стабилизации, конечно, надо было проверять не ночью, но у меня было очень мало времени отведено на обзор, поэтому как есть. Там очень сильно не хватает света на камере, но нас это особо не интересует. Просто посмотрите, как iPhone ведет себя при беге. Конечно, все шатается, да и опять же света очень мало, чтобы это как-то нормально корректировать с помощью нейросети, но я считаю результат вполне достойный. Немножечко про видео, они выглядят здесь просто великолепно, особенно на 5-кратный зум, это просто какое-то кино. Задний фон. А теперь вот так. И вот так. И вот так нахуй. Ну и по итогу хотел бы сказать, что этот телефон определенно стоит своих денег для людей, которым очень сильно нужна камера. Обычные люди могут взять себе либо базовую версию айфона, либо Pro. Pro Max абсолютно не нужен для людей, которые не хотят выебываться и которым не нужна камера. Ибо купив этот телефон, можно абсолютно забыть про профессиональные камеры и снимать исключительно на него. Какую же хуйню я купил?